Добрый день, уважаемые зрители канала «Рыболовные сети» и «Рыболовные мережи». Пользуясь случаем, хочу ответить на ваши вопросы. Написали мне на электронный адрес. Да, видеоролики монтируются и транслируются в настоящее время. Сегодня, пятница, 21 декабря 2018 года. То есть ролики, не записанные 5 лет назад. Сегодня поговорим о столбах. Пришло много вопросов. Я смотрю, как бы все оживились. Значит, тот момент, скажем, для чего вообще нужны столбы на рыболовной сети? Это три момента. Три момента по столбам. Первый момент – это в период времени, когда непосредственно рыба становится менее активной. Это когда температура воздуха уже где-то 5 плюс 5 градусов, рыба становится менее активной. И для этих целей делаются столбы. Небольшую слабину даются на ячи, небольшую слабину даются, да, чтобы она лучше попадала. Второй момент. Столбы делаются на сетях непосредственно для какой-то породы рыбы. То есть есть определенные виды рыбы, которые непосредственно в сеть со столбами идет лучше, да, и вот для этой породы рыбы применяют столбление. Третий момент – это когда необходимо, скажем, просто сделать высоту по сети более меньшую. Для этого ставят столбы. К примеру, у вас там сеть 1,20 м, да, там, скажем, 1,20 м, да. В воде она там, скажем, непосредственно стоит метр, но в вашем там районе, да, чтобы поплавки, допустим, 80 сантиметров у вас всего там воды, да, 80, то для этого ставят столбы, чтобы поплавки были под водой и были менее заметные на водоеме. Три момента. Но я еще раз говорю, да, как говорится, 1000 людей, 1000 мнений, да, я не претендую, да, и не убеждаю вас. Чтобы вы, допустим, что-то, какой-то момент сравнить даже, да, но это можно там сделать, сеть там на свое усмотрение, ну и сделать сеть, как, допустим, я вам порекомендую, да, я не заставляю вас ее делать, я порекомендую, да, и там в сезон попользоваться ими и уже понять плюсы, минусы, да, в этих сетях. Непосредственно на вопрос отвечаю. Лучше для того, чтобы использовать сеть непосредственно со столбами, да, то необходимо набирать равное количество ячей на саду. На огниво набирается равное количество ячей со своими расстояниями. Да, вот то, что там я писал там 7 на 7, к примеру, то это 7 огнив, да, 7 садов. Должно быть, допустим, одето по 3 ячеи, и внизу, допустим, 7 садов одето по 3 ячеи. И делается столб. Это более эффективно будет ловить рыбу. Второй момент. Есть ячейность, скажем, допустим, к примеру, ячеи, они все пользуются маленькой ячеей, там, допустим, на 120. И верх посажен, допустим, на 2 ячеи. А низ посажен, допустим, по ячее, по одной ячее на 120, то в этом случае понятно, что пропорционально. Допустим, если вы расстояние берете там 5 промежутков по верху, то значит 10 промежутков по низу. Да? Одинаковое количество ячей. Это более эффективно столбление. Второй момент. Если не одинаковое количество ячей, застолбить сеть также можно. Также установить на нее можно столбы. Но там огниво будет там по низу или по верху, скажем, относительно, да, там смещаться. Да, то тогда уже, когда вы продеваете, надо относительно верха делаете замер, да, там у вас замер понятный, сверху начинаете делать столб,
И доходите уже к низу, и куда она ближе на узел падает, относительно полотна, да, вертикально вы выставляете, туда и выставляете столб. Момент, значит, по столблению. Отвечаю на вопросы. Любое полотно, да, которое находится в жгуте, минус 20%. Минус 20% это сеть любая, что леска, что капрон, что скрученная леска, будет стоять у вас в воде. Будет стоять в воде. А это вы узнаете непосредственно вашу высоту в воде. Столбы ставятся, дается небольшую слабину, дается, да, в разных, то есть они даются от 20 до 30 сантиметров. Как я вам в предыдущем ролике там рассказывал, да, что мужчине надо было там, скажем, ее столбы на 30 сантиметров сделать ниже. Больше нету смысла их делать. Для того, чтобы, если делать их ниже, там, скажем, 50 сантиметров, для этих целей есть другая подразновидность сетей. Да? Это там уже ловить начинают на карманы сети. Да? Не на жабры, а на карманы. И среднее вам значение, скажем, 25 сантиметров от величины вполне подойдет. То есть это вполне средняя величина, которая подойдет, скажем, для любого региона. 25 сантиметров. Мы не будем сейчас рассматривать непосредственно, если какую-то рыбу ловить, да, и насколько уже опускать непосредственно столбы. Да, и вопрос, к примеру, был, что 3 метра там сеть, да, вот 3 метра, минус вычесть с них там 20%. И ваша непосредственно сеть уже будет стоять, да, скажем, в воде. 2,40. 2,40 в воде. В воде будет сеть 2,40. И отсюда просто 25 сантиметров уберите. 25 сантиметров. 2,10. Все, там 2,15. Все для этой сети. Больше опускать нет необходимости, нет смысла. Дальше отвечаю на вопросы. Делаются узлы и подхватывается полотно. Эффективности в этом 0. И если туда даже будет много вставлено полотна, то рыба сюда рядом со столбом попадать не будет. Для того, то есть она где-то будет посередине ваших столбов, если какая-то рыба попадать, да, под верхом или под низом. К середине не будет даже попадать. Или под верхний шнур, или под нижний шнур. Промеж столбов. Зачем тогда, скажем, этим тем самым сбивается сад? Сад у сети. Зачем тогда ее садить вообще? Взять петли все на шнур один надеть, да, там, через метр там их подвязать. Ну и все, и что делать-то? Потом столбы на узелки, там полотно задрать. То есть это же не декорация там в театре, да, там занавес подвешивают. В этом нет эффективности. Но кто считает, что он в такую сеть ловил очень хорошо рыбу, ну, я рад за него. То есть, как бы, могу сказать, молодец. Еще один момент, что да, у вас уже петля привязана в узел, да, где-то там на столбе посередине сети. И где-то малейшее там вы зацепили, да, за ветку какую-то, коряжинку там, да. И то есть у вас пойдет за лодку цепанули, уже начнут отлетать эти самопроизвольные, начнутся дырки на сети полотне делаться, если используется там толстое, ну, вернее, тонкое там что-то, материал тонкий, да. Тоненький материал, и будет рваться просто, начнут появляться эти дырки. Тот же самый эффект там по, скажем, восьмеркой там закручено или еще что-то. 3 основных моментов столбов. Чуть-чуть ослабить сад. Чуть-чуть его ослабить. Потому что в период времени, когда рыба начинает уже температура воздуха плюс 5 градусов по Цельсию воздуха, рыба начинает быть менее активная. Менее она активная. И вот в этот период времени, скажем, до ледостава, да, как встанет лед до ледостава, вот используют эти сети. Почему непосредственно, допустим, большие рыболовством, кто занимается, да, у них большой объем выставления идет сетей, да, и разнообразных сетей непосредственно.
Потому что в какой-то момент рыба, ее повадки, там, на нее влияет также и давление, да, там, и температура воздуха, и еще что-то, да, там, течение что-то принесло, там, какой-нибудь там грибок, скажем. Из-за того выставляют они много сетей, допустим, в один день они ловят в одни порядки, да, хорошо рыбу, на другой день, там, допустим, приезжают, в тех сетях нету, в других сетях у них рыба, да, на третий день совершенно в других сетях рыба, хотя сети стоят на том же месте, да, как бы прошло там 3 дня, но уловы принесли в других местах. Допустим, уже когда лед встает, то уже нету разницы здесь, скажем, одностенная сеть или со столбами сеть. Тут уже даже принцип лова, да, уже совершенно другими сетями, скажем так, да, если уже более суровый период по времени, то есть рыба менее активная, какая рыба стоит, применяется уже совершенно по-другому, не по-другому ставится, да. Отвечая на вопрос непосредственно по столбам, что применить, да, я вот тут положил как бы такие вещи, скажем, вот шнур. Шнур этот, да, плетеный шнур. Плетеный шнур 1,5 миллиметра. Да, шнур 1,5 миллиметра. То есть он просто немножко жестче, да, скажем, пожестче. Вот нить 2 миллиметра, да, нить. 2 миллиметра. Она просто мягче. Просто мягче. Разницы нет, что вы поставите. Что шнур, что нить. Да? Разницы в этом нет. Вот есть нить, скажем, также в настоящее время, да, нить производит там 2,5 миллиметра. 2,5. Но это на более уже сильную рыбу. Там, да, бывает же она сильная, много рыбы. То есть, а так на воде работая, да, вполне хватит тонкой нити, если вы просто проверяете, выбираете рыбу с воды, скажем, да, вы же ее там не закидываете, к примеру, да, высокий, выбираете ее все равно на воде, старайтесь на воде, выбрали рыбу и закинули, скажем, в лодку, то вполне хватит нитки там 1,2 миллиметра. Если вы просто рыбачите, спокойно там рыбачите, у вас там есть документы и еще что-то. Но если, конечно, вы браконьер, да, там заядлый, вам надо работать ночью, да, там, скажем, то лучше поставить там нитку там, ну, 2,5 многовато, там 2,2 вам вполне хватит, там двойку, 2,2. Там, допустим, быстро надо сработать, быстро гужом вытащить сеть, да. К примеру, если где-то там зацепили, с ней ничего не будет, отцепили дальше, да, рывками, потому что вы быстро работаете, торопитесь, да, тогда можно там порвать, скажем, непосредственно столб. А так вам нет необходимости в этом, вы спокойно на более тонкой нитке ставите столбы. То есть есть шнуры, если даже поставите шнур, он просто пожестче, он жестче. А нить более как бы мягче, более в использовании. Ну, вся различия. Но крученый, допустим, крученый шнур не рекомендую, потому что нить, она более, все равно с материалов делается, скажем, мягкий он более, да. А вот тоже крученый шнур, допустим, он более жесткий. Со временем он начинает бахриться, и сюда начинают иногда заскакивать узелки от сети полотна. И когда вы не видите, работаете, вы разрываете полотно. То есть разрываете просто полотно. Ну вот вроде как бы все моменты я вам рассказал, да. Перечислил, от чего это зависит. Да, если там другое мнение, я же говорю, для сравнения это надо попробовать. Все, спасибо за внимание, удачного дня.